Baby Baby, это, конечно, хрень полнейшая. Вырежьте, пожалуйста, ее отсюда. Это хитрая маленькая девочка. Если правильно подать песню, то это хит. А, меня оскорбляли черножопой. Мне трудно. Такая у тебя зайка нереальная. Всем привет, друзья! В этом выпуске мы поговорим с девочкой, которая покорила Twitch и буквально за год стала просто мега популярной. Ее зовут Амина Мирзоева, и, конечно же, она будет в маске. Друзья, Амина давно хотела сходить на картинг. Мы привели ее в Black Star картинг, самый лучший в Москве. И у нас есть такой небольшой договор. Тот, кто проходит круг первым, загадывает желание. Короче, у меня огромная мотивация победить. Мне тоже. Я позорно проиграла. Хоть и один раз мне удалось ее обогнать, но бесполезно. Все равно она меня, короче, обогнала максимально. У тебя уже был последний звонок? Был, но я на него не пошла. Почему? Потому что я опасаюсь того, что меня будут фотографировать. Серьезно? Из-за Да, этого я только? перестала ходить в школу именно поэтому. Как давно ты не ходишь в школу? Может быть, около месяца. Есть к этому причина, то есть не просто так это произошло. Я пришла писать экзамен, ну, пробный. Его все должны были написать, но я, как обычно, отсутствовала. Я пришла его писать в чужой класс, получается, был урок у других ребят. Я взяла просто работу, села на последнюю парту, начала писать этот экзамен. И просто весь класс, когда я зашла, начал говорить: ой, Тендерли Бае, Тендерли Бае. Начали вести себя просто очень некрасиво, как животные, очень обострять внимание на том, что я в классе, и потом начали меня фотографировать. Собственно, я это вижу, эту всю картину, мне это очень не понравилось. Я встала к мальчику, просила его слезно удалить фотографию, на что он ответил, типа: нет, я ничего не буду делать, типа, это не моя проблема. Я взяла его телефон, пыталась отнять его. Мне, конечно же, не получилось с него отнять, и мне пришлось прибегнуть к помощи учителя. И все. После этого я не хожу. Какая дичь! Просто все начали меня фоткать. Все. То есть я просто захожу на территорию школы, и дети просто начинают меня фоткать. И это не паранойя какая-то, а действительно просто ребята немножечко озверели. То есть для меня это ненормально. Я хочу вам сказать, что у меня на работе, так как, опять-таки, мы не люди интернета, очень долго ни на работе, ни родственники не знали, что у меня популярная дочь, известная дочь. Я не говорю о тех деньгах, которые она зарабатывает, да, как бы. Вот. Но наступил тот момент, когда дети моих коллег об этом узнали. И каково же было их удивление, когда они об этом узнали. И мне, естественно, они мне задавали вопросы: как, почему. Но я ни у одного из своих знакомых, родственников и друзей я не заметила ни агрессии, ни зависти. Они все ходили и говорили, приходили ко мне и говорили: мы гордимся Аминой. Другой дочери у тебя быть не могло. Она твоя дочь, мы гордимся ею, мы очень рады, что в вашей жизни произошли такие перемены в лучшую сторону. Мы гордимся, что она стала такой успешной девочкой. Конечно, у нас были недопонимания с Аминой, но это уже другой вопрос. Но мы пытались как-то более лояльно, чтобы у нее проходили стримы без скандалов, без агрессии, но это уже другой вопрос. А как ты вообще год закончила учебный? Плохо. В этом году, да, все мои результаты, которые были, да, в прошлые годы, я училась намного лучше. Опять же, потому что не было никаких дел, никакой, да, деятельности. Я ничем не занималась, никакими кружками, у меня даже не было ничего абсолютно. Я не гуляла с друзьями. Я сидела дома, училась, играла в игры, там, в КС-очку, в доточку по стандарту. Сидела в инете, залипала, все. А сейчас какие результаты все-таки, ну, если конкретнее? 3, 4. У меня очень много троек, потому что, опять же, я просто не хожу в школу. А с какими предметами труднее всего дела обстоят? Математика. О, дай 5. Остальное в порядке. Тем не менее, у тебя выпускной на носу, на выпускной ты тоже не пойдешь?
Я заплатила за выпускной, я пойду на него, потому что там будут только мои одноклассники. Я уже говорила, что я их очень сильно люблю. Я им благодарна за их отношения и то, что они ведут себя очень адекватно по отношению ко мне. Ты, кстати, можешь сейчас обратиться к ним, наверняка они посмотрят этот выпуск. Ребята, спасибо вам большое за вашу адекватность. Вы супер няшные. Не страшно тебе? Ты сейчас на пороге такого всего нового, неизвестного, закончила школу, и что будет дальше, непонятно? Или понятно тебе? Как ты себя чувствуешь? Непонятно, но мне не страшно. Не боишься ничего? Не боюсь. Ну, ты чувствуешь, что ты готова там, к поступлению, к вхождению во взрослую жизнь самостоятельную? Это все равно уже больше самостоятельности, это уже не школа. Конечно, но я пока что очень психологически, духовно завишу от своей мамы. Поэтому я думаю, что я еще не скоро вступлю в полноценную взрослую жизнь, не скоро я от нее съеду, потому что я очень сильно ее люблю и очень сильно к ней привыкла. Но это нужно время, чтобы как бы, да, нужно понять, когда именно я захочу это сделать. Это само должно прийти. Вот. Но мне все равно не страшно, я думаю, что я готова к самостоятельной жизни, я думаю, что я достаточно самостоятельной стала, вот как только начала заниматься стримами. Я стала чаще находиться одна, куда-то ездить, что-то делать. Единственное, что мама, конечно, чаще всего ходит со мной, даже если какие-то поездки в другие города на съемки или еще что-то такое. Конечно, не очень комфортно, потому что когда мы были, например, на съемках в Питере для паблика ВК с Моргенштерном и Мараной, и, соответственно, там все матерились, как бы это нормально, нужно было записать материал, и он весь с матами. И мама находилась в этот момент именно на этой съемке, и мне было не очень комфортно, я себя чувствовала скованно. Потому что со мной мама, и это не очень круто, сами понимаете. Да, конечно. Да. Наверное, я бы сказала, что у нас очень с ней доверительные отношения, потому что и у нас есть четкие договоренности с ней, что мы должны быть абсолютно доверять друг другу, потому что если нет доверия, то нет ничего. На втором месте я бы сказала уважительные, то есть у нас с ней крайнее уважение друг к другу. Мы очень уважаем друг друга, мы очень уважаем личное пространство, мы очень уважаем личное мнение друг друга. Сейчас мы в отношениях наших добились того, что она теперь полностью слышит меня. Где-то, может быть, бывают ситуации, когда, конечно, между нами происходят стычки, но они очень мягкие. И мы адекватно разбираемся в них, потому что, я опять-таки говорю, мы слышим друг друга. Поначалу было очень много скандалов дома, то, что я матерюсь, то, что вот это видят родственники с разных там стран, у нас есть родственники, да, там азербайджанцы, еще кто-то, они это видят, типа, вот, ты позорище. Ну там прям жесть порой, реально. Ну да, я заметила, что стала часто материться, я это уже начинаю фиксить, я стараюсь делать это меньше и ругаю себя, когда часто матерюсь. Ты даже прямо сейчас справляешься с этим. Да, но это супер некрасиво, я это понимаю, это мусор, это ужасно. Иди ты в пизду! У меня был такой внутренний, знаете, протест, потому что я человек Советского Союза, я была воспитана, рождена в Советском Союзе, в традиционной, знаете, семье, восточной, традиционной восточной семье. И поэтому для меня это было очень далеко, там какие-то, я буду, наверное, не хочу грубо выражаться, какие-то грубые слова, резкие слова, и я не буду смотреть, потому что, мне это не надо. Вот, потому что я понимаю, что там могут быть те выражения, те слова, которые мне не понравятся, и это может как-то обострить мое, знаете, вот какое-то отношение к Амине, я могу вмешиваться в эту жизнь, а там, как бы, вы знаете, не место моим комментариям. Я понимаю, что у нас разные поколения, понимаете, она воспитана, у меня Амина и Рамис, они воспитаны совершенно по-другому, они не воспитаны, да, у нас есть свои четкие правила в нашей семье, но они не воспитаны так, как я. И поэтому я всегда говорила, что мои дети не будут воспитаны так, как воспитывалась я. И в очень строгих рамках, будем говорить, в ежовых рукавицах, потому что у них должно быть право голоса, свое мнение должно быть, вы понимаете, свое личное пространство. Это то, чего не было у нас. Слушай, ну вот к вопросу о маме, как раз ты даже сама уже сказала, что ты, конечно, зависишь во многом еще от мамы очень сильно, и я почти уверена, что вот решение поступить в университет обязательно в этом году, оно больше, конечно, смотивировано именно мамой, ее принципами, взглядами. Я считаю, что каждый человек должен получить высшее образование. Я для того, чтобы мои дети получили высшее образование, я для этого делаю все. Давай предположим, что вот нету этих решений, что мама ни на что не влияет, ты решаешь абсолютно сама, что тебе делать после окончания школы. Что бы ты делала? У нас с ней был уже даже мини-скандал по этому поводу.
Я сказала маме, я не хочу учиться, мне это не нужно. Я и без этого смогу что-то придумать в будущем, что-то делать крутое, интересное, то, что мне будет интересно, а не учиться просто 5 лет в университете, страдать, каждое утро туда ходить, а потом в итоге работать, да, там, в Макдональдсе или еще кем-то, как обычно, кстати, и бывает, очень часто так бывает. Да, бывает часто, действительно. Вот, но, честно, как только она мне сказала фразу «Амин, делай, что хочешь», я тебе сейчас на серьезном лице это говорю, делай, что тебе хочется. Если ты не хочешь поступать, я не настаиваю. И в этот момент ко мне пришло осознание, что, блин, а вдруг когда-то я вообще просто согнусь полностью в комочек и не буду знать, что мне делать. И вспомню слова мамы о том, что Амина нужно поступить, чтобы иметь хотя бы какую-то корочку, чтобы в будущем, да, чтобы в будущем как-то прокормить свою семью тоже. Потому что я придерживаюсь такой политики, что, допустим, я представляю ситуацию, я замужем, у нас есть дети, и я не считаю правильным, когда только мужчина обеспечивает. Я считаю, что оба должны вкладывать свои силы, оба должны вкладывать какие-то финансы в своих детей, друг друга, и я считаю это нормальным. Ну вот и в продолжении такой актуальной для многих из вас сейчас темы, куда поступать, на кого учиться, у меня есть для вас отличная новость. Можно зарабатывать на том, что вам нравится, и уже перестать наконец-то спорить с окружающими на тему того, нужно или не нужно вам образование. Потому что открылся факультет игровой индустрии и киберспорта в университете Синергия. Я оставлю вам ссылку на него под этим видео, а также у вас будет промокод MARPLE, который дает вам скидку на любое обучение. Мне кажется, очень актуально, что именно в этом выпуске мы затрагиваем такую тему, потому что действительно многие выпускники сейчас задаются вопросом, куда идти и что делать. Если обычные вузы и профессии кажутся вам скучными, если вы всей душой топите за киберспорт, добро пожаловать в любимую индустрию, где вы уже чувствуете себя круто. Зарабатывать в киберспорте можно и нужно, а также работать в больших международных проектах и с крутыми брендами. Тем более, что мировой денежный оборот в киберспорте уже приблизился к цифре в $1,5 миллиарда. Здесь, в Синергии, вы можете получить образование, учась очно и дистанционно, потому что современная профессия требует современных методов обучения. Если вы реально хотите работать в этой индустрии, или, например, у вас уже есть диплом о высшем образовании, но вам по какой-то причине кажется, что он вам не понадобится, не пригодится, вы легко можете пройти курсы повышения квалификации в менеджменте киберспорта и с удовольствием работать в любимой сфере. Есть еще два момента, по-моему, очень крутых. Первое. Вы можете получить международный диплом британского вуза-партнера, а также у них есть профильный английский, чтобы вам было комфортнее работать в любой точке мира. А во-вторых, у вас будет возможность стажироваться в крутых российских киберспортивных организациях. Да, кстати, если вы прямо сейчас уже где-то учитесь, но вам кажется, что это не ваше, университет Синергия поможет вам перевестись на факультет из любого другого вуза. Еще раз, ссылка в описании, там вы можете запросить программу обучения по высшему образованию или по повышению квалификации, а также узнать, какие экзамены вам потребуются. Не забывайте промокод MARPLE, который даст вам 10% скидку на любое обучение, которое вы выберете. Ну и напоследок забавный факт. В университете Синергия учился Жекич. Хорошо, вот вы пришли к тому, что поступать надо, поступать ты будешь, профессию надо получать. Придумала на кого, хотя бы в какой сфере ты хочешь учиться, что тебе интересно? Честно, нет. Мне сейчас интересна музыка, да, но я планирую просто начать ходить на вокал и быть будущим артистом. Я планирую летом написать свой собственный альбом, вот, и пытаться взрывать, как с Maybe Baby было, с кавером. Слушай, ну а что мешает тебе поступить там в ту же Гнесинку условно? Ну, окей, там в любой институт культуры, в котором есть там вокальное направление, эстрадное направление, это же тоже высшее образование. Например, то, что у меня нет сольфеджио, нет музыкального вообще ничего, никакого музыкального прошлого, ни музыкалок, вообще я ничего не умею по факту. То есть у меня все это дано от природы, и людям это заходит, людям это нравится. Наверное, в основном это не только голос, а скорее харизма. Ну да, образ, харизма, подача. Я думаю, что скорее больше играет роль тут именно подача, вот, чем нежели какой-то супер классный вокал. У меня нет супер классного вокала, я часто фальшивлю. Сложно было назвать это пением. Пою! Слушай, ну даже там на какой-то актерской, ну то есть я имею в виду, что раз уж ты будешь учиться в университете, ну то есть не стоит, конечно же, там идти на какого-то, не знаю, экономиста, там, социолога, можно же пойти действительно по творческому какому-то направлению и выбрать себе какую-то профессию с высшим образованием, ну там, не знаю, в театральном, там, в каком-нибудь там психологии, не знаю, реклама, там, журналистика, ну что-то, что тебе пригодится. Скорее всего, это будет связано с маркетингом, вот, потому что, наверное, это
это самое близкое из доступных мне профессий, что я могу выбрать. Потому что в актерское нужно тоже иметь прошлое за спиной, актерскую школу, например. Ну, хотя бы кружки какие-то, Да, везде это есть, и поэтому мне невозможно будет поступить на что-то такое супертворческое. Поэтому это будет маркетинг. Ты говорил, что у тебя есть лучшая подруга Настя, и мне кажется, я видела стрим, где вы вместе пели. Это она, да, была? Да. Вдыхаю холод, а на выходе тепло. Небо молчаливо, но небу не надо слов. Она на кого будет поступать? Честно, насчет Насти не хочу говорить ничего абсолютно, потому что Настя супер скрытый человек, и она не любит, когда я не разговариваю на публику, и когда как-то упоминаю имя, поэтому я промолчу. Но вы общаетесь с ней? Да, И я очень ее люблю. вот единственный вопрос тогда по поводу Насти, такой прям не личный. Как-то поменялись ваши отношения, когда такую массовую популярность ты получила? Ни за что. Вообще никак? Она супер на это непадкий человек, абсолютно. Как она относилась ко мне идеально, так она и относится. Она супер мне доверяет, и это взаимно. Это безумно хороший человек. Я не видела людей чище, добрее, наверное, и лучше, чем она. Она супер искренняя, всегда честная. Вот твоя подруга, она сейчас в твоей же школе училась вместе с тобой? Да, мы учились вместе 2 года, там познакомились. А вот перешла ты в эту школу почему? Потому что там тоже какие-то были, там, не знаю, травля, насмешки, какие-то ущемления. Почему ты сменила школу? Первую школу я сменила как раз из-за травли. Серьезно? Да, меня оскорбляли черножопой. Меня это сильно обижало. А где Очень школа сильно. была? В Москве? В Москве, метро Тропарева. Вот. Там, ну, как бы это делали в шутку, но, наверное, я слишком близко это воспринимала, потому что я очень близко воспринимаю Это к сердцу. жестоко очень. Наверное, да. Именно из-за этого я и перевелась. Во второй школе у меня просто не сложились отношения с ребятами. Первые годы все было просто прекрасно, все было хорошо, но потом произошли некие состыковочки в личных отношениях, а мне пришлось перейти, потому что мне было некомфортно учиться с людьми в классе, которых я считаю, ну, не очень хорошими, скажем так. Ну, то есть это не было связано с твоей интернет-деятельностью тогда? И я тогда не занималась ничем. Потом ты поменяла, Потом получается... пришла в третью школу, там все стало супер классно, до моей деятельности тоже я там училась, все было хорошо, все ко мне относились прекрасно, как и я ко всем. Вот. А потом, когда, соответственно, начала чем-то заниматься, именно дети постарше, да, именно вот ребятки, которые ниже 8 класса, они начали очень ярко выражать свое внимание ко мне. Но так как я уже закончила почти школу, смысла переходиться, в принципе, не было. Вот, и мне было нормально. Я понимаю, что если бы я даже перевелась, то в другой школе было бы то же самое. Ну да. А как ребятки постарше, кстати, проявляли вот это свое внимание? Ну, то есть понятно, что это ребята, которые смотрят Twitch, попадают на твои стримы. Вспомни, может быть, какой-нибудь самый, не знаю, неприятный момент, или самый какой-нибудь, ну, отбитый просто, как вот человек проявлял себя в школе, зная, что вот ты персонаж из Твича. Ой, а сколько ты зарабатываешь? А почему ты в Серьезно? маске ходишь? Да, постоянно вопросы про деньги, вопросы про то, почему я, собственно, в маске. И мне неприятно, когда человек ко мне подходит и говорит, сколько ты зарабатываешь. Это же супер не тактично. Ты считаешь себя красивой? Хороший вопрос. Но вам об этом не узнать. Ну как? Почему? Ну, Ну, ты я- считаешь себя красивой? Ну, вот я считаю себя красивой, в принципе. То есть я знаю, что у меня есть какие-то минусы, но я считаю себя красивой. Ну да, ты красивая. Ну вот, ты считаешь себя красивой? Вот дома одна перед зеркалом стоя. Конечно. А что тебе нравится в себе больше всего? Глаза. Поэтому я в маске. Я, в принципе, не люблю вопросы про внешность, потому что, опять же, красота — это вещь субъективная, да, и я могу себе нравиться, а другим людям не могу нравиться. И опять же, если я скажу, почему я изначально не отвечала, если я скажу, что я считаю себя красивой, Да. то большинство напишет ЧСВ. Да пошли они все. Ожидай в топах комментарий ЧСВ. Да, пошли они все. Я ЧСВ тоже, и ты можешь быть ЧСВ. Главное, что ты себе нравишься. Но я считаю, что ЧСВ должно быть оправданным в первую очередь, да, я могу привести в пример любого артиста, ну, например, да, даже того же самого Фейса, да, он симпатичный мальчик, все круто, все классно, но, наверное, я его лично не знаю, я не могу ничего сказать, вот, наверное, он ЧСВ, но судя там под старым треком, может быть, сейчас нет, вот старые треки, да, типа, я такой классный, самый лучший, нереальный, вот, ну, ярко выраженное ЧСВ в этих треках, то, что он передает, но я считаю, что ему это делать уместно, потому что он действительно добился нереальных высот, он молодец. Ну ты же понимаешь, что тут главное, как ты себя поставишь? В каком смысле? Ну, смотри, у меня всегда были щеки, из-за которой меня даже на телевидении не брали работать в свое время, и мне говорили, тебе нельзя в кадр, у тебя щеки, ты не телегеничная, ты плохо выглядишь на камере, ну вот уберешь щеки, похудеешь, возвращайся. Офигеть. Я из-за этого пошла работать на радио, потому что, я комплексовала, я думала, что ну все, мне нельзя.
При этом я не переставала себя любить и думать, да, и в жопу все, у меня классные щеки, я себя люблю, я красивая. Я знаю о своих щеках, но, типа, если я буду теперь постоянно это себе напоминать, что у меня щеки, ну, я зашкварюсь в какой-то момент окончательно и буду считать, что я чмо. Ну, и как бы, и все исходит-то наоборот, работает. Типа, ты всем говоришь, ребята, ну, я просто невозможно красивая, я очень себя люблю, я безумно в себе уверена, то, что вы там считаете, что я какая-то там, у всех разные вкусы, мне все равно, я красавица. Только из-за этого ты начинаешь как бы любить себя. И люди начинают, знаешь, относиться по-другому, смотреть на тебя иначе, потому что они не замечают этого. Типа ты настолько уверенно идешь, несешься. Барбару Стрейзанд ты видела вообще? А по ней сходили с ума миллионы. Она обладала абсолютно заурядной, я бы даже сказала, ну прям так себе внешностью. При этом муза многих людей. Я объясню. Просто я не могу выдавать из себя то, что, ребята, смотрите, я такая классная, если я внутри не так не считаю. Не уверена понимаешь? в этом. Ну да, я не могу. То есть я максимально искренний человек, я не могу врать. И типа я не смогу резко просто вот так щелчок себя переделать и всем говорить, что я нереальная. Я не могу так сделать. Я говорю то, что у меня исходит изнутри, из души. По-другому я не умею. Ну вот по поводу внешности, ты мне, конечно, можешь хоть 1000 раз сказать, что маска — это образ, но я понимаю, что у тебя, конечно же, есть очень тесная привязка к этой маске, и у тебя, я сама наблюдала, ну, такую, знаешь, некую зависимость от того, даже уже от образа, от того, что, ну, не можешь ты без маски. А скажи, пожалуйста, что должно произойти с тобой внутренне или внешне, чтобы ты в какой-то момент позволила себе оказаться без нее? Желание. Желание, но чем вызванное? Вот что тебя Просто может подтолкнуть изнутри. к этому? Просто изнутри, если мне захочется, я это сделаю. То есть может ничего не поменяться, просто утром ты проснешься и решишь, Да. все, без маски теперь Меня сижу. ничего не стопит. Я могу в любую секунду это сделать, только если мне этого захочется. Ну, смелости тебе не хватает или чего пока что? Не хватает желания. Какая-то хитрая маленькая девочка. Хорошо. Ты занимаешься проектом Эмили. Ты забирай свои цветы, они мне не нужны. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за проект? Эмили — это мой супер старый никнейм. Объясню, раньше я прикрывалась в интернете именем Эмили. Я поменяю никнейм на Tenderly Bae, потому что это узнаваемый никнейм, а Эмили — это просто там что-то, наверное, супер отдаленное, придуманное мной лет в 14. Поэтому, скорее всего, просто поменяю никнейм и буду полноценным артистом Tenderly Bae. Команда, которая с тобой работает над этим проектом, кто эти люди, сколько человек, что они делают? Я одна. И музыку ты пишешь, и У меня аранжировки. есть друг Никита, Вот. его ник Innocence. Мгм. Он нашел меня на Твиче, когда у меня было очень мало зрителей. Он сказал то, что у меня очень красивый голос, он очень хочет со мной работать. С тех пор он пишет мне биты и сводит мне песни. Сам все делает. Да, он умничка. Я очень сильно его люблю, очень сильно его ценю, но я очень резкий человек периодически, и в зависимости от моего настроения я могу очень сильно ему нагрубить или сильно обидеть, и даже иногда не извиняюсь и чувствую себя, честно, ну, буду прямолинейной тварью из-за этого. Я как бы себя очень корю за это, если он это смотрит, то, знаете, я люблю, и спасибо тебе за все, правда. Благодаря нему я написала «Яркий сон», он просто скидывает мне бит, и понимаешь, вот я тебе клянусь, я включаю первый раз этот бит, и у меня щелчок весь текст, весь, абсолютно. Сама ты пишешь текст? Да, просто я включила диктофон, и вот просто фристайлом написала эту песню. Умничка. Ну, мы слушали эту песню. Но она мне очень нравится, это моя любимая работа, это правда, это что-то с чем-то. Когда ждать альбом? Определенно летом, после экзаменов я этим займусь. Я не могу пообещать, но я буду стараться максимально сделать так, чтобы всем это зашло. Я очень горю желанием, правда, сделать что-то свое и что-то крутое. Музыка, понимаешь, это моя мечта. Слушай, ну ведь запись альбома это такое, типа в 2 месяца не поместить. То есть вы же уже, получается, сейчас над этим потихонечку работаете, Потихонечку да? работаем, да, и уже один трек даже готов. Вот, я его анонсировала на концерте на мероприятии Bubble Fest. Мне уже все равно, где ты, с кем ты, где твоя любовь. А были уже предложения от каких-то, ну, известных исполнителей? Или, может, кто-то из новой школы там предлагал фит сделать? Конечно, мне предлагал не из новой школы, предлагал Лизер спеть с ним вместе на концерте, что для меня было супер-супер приятно, когда он мне написал, потому что я очень слушала его музыку, любила очень. Сейчас, конечно, ну, я не тащусь как-то особо, но помню раньше, мне безумно нравилось то, что он делает, прям безумно. И я была очень счастлива, когда он мне написал. Вот, не буду этого скрывать, я, конечно, ему этого не показала, потому что я считаю, что это некрасиво, да, как-то некомпетентно, не знаю. Вот. И я ему сказала, типа, очень круто, я за всеми руками, зови. А с кем бы ты лично хотела, вот знаешь, такой, типа, фит мечты? Фейс.
Определенно. Фейсом. Да, очень хочу, до сих пор хочу. А в балаклавах с автоматами. Да. Как вы знаете, друзья, я с треском проиграла Амине, поэтому загадывай желание. Короче, ребятки, я решила забрать Инстаграм Маши Марпл на сутки себе. И буду делать с ним все, что мне пожелается и захочется. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм Марпл. Вот здесь вот, наверное, будет тег. Вот. И наблюдайте, как через сутки после выхода этого ролика я буду просто сидеть и владеть твоим Инстаграмом. Мне уже страшно, но да, ничего не поделаешь, на то и спорили. Да, подписывайтесь, следите. Я не знаю, что он будет делать, отдам ей честно логин и пароль и буду наблюдать. Ты начинала свою интернет-деятельность с Майнкрафта, насколько я знаю. С тех пор какие-то другие игры запали тебе настолько же в душу? И почему это был Майнкрафт, кстати? У меня к тебе встречный вопрос, откуда ты это знаешь? Я знаю все про тебя. О, как? Ну да, типа это было когда-то очень давно, типа этого всего уже не осталось. Да, я знаю, ты удалила, да, получается? Я все удалила. Всё. Там все удалено, даже скринов никаких не осталось, ни превьюшек, ничего. Да, это было очень давно. Если вы хотите знать подробности, то я просто ставила хайповое название. Раньше же было популярно то, что вот девушка там в Майнкрафте, все такое. Вот, ну и я, соответственно, сидела, просто чилила, набирала просмотры, а потом у меня сломался компьютер, потому что он сам по себе был плохой. Вот, и, соответственно, все, перестала этим заниматься. Ну, а игры другие, которые тебе запали, может быть, с тех пор? Вот ты прям подумала, да, можно вот время от времени играть и даже, может быть, стримить эти игры. Ну, типа КС, Дотка, почему-то. Ну, я не скажу, что КС и Дотка мне запали. Типа, я играла в КС-ку 5 лет, Доту там, ну, года полтора-два от силы. Вот, ну, ты знаешь, было просто убить время. У меня было такого, что, вау, боже, прихожу со школы, сейчас бы поиграть в Доту или в КС-ку. Такого не было. Просто убить время, когда есть время скучно, с друзьями пойти пофаниться, посидеть на серверах, на бухобе, попрыгать там, почилить. Ну, короче, твоя все-таки зона интереса — это больше ИРЛ, не гейминг, не игры. Конечно, ИРЛ. Я считаю, что, в принципе, гейминг-контент, он создан только для тех, кто действительно профессионально и умело это делает. Киберспортсмены, там всякие такие ребятки, я считаю, что для просто обычных пиплов это не. Что пришло тебе в голову, что ты в какой-то момент решила, что вот возьму укулеле и буду петь? Понимаешь, я хотела петь, и я играла на гитаре. Но играла на гитаре не просто, а играла на гитаре на одной струне. То есть тебя научил кто-то или ты сама? Сама. Я просто сидела и подбирала, типа, да, там, как это называется, тон, короче, вот. И подбирала просто на слух, и под это пела, там, просто как фоном, что-то тихенькое такое играла. Вот. И я понимаю, что на гитаре научиться играть просто супер сложно, и я решила, что мне нужно укулеле, потому что это проще, и можно играть с ногтями, я очень люблю ногти, и я не могу без них жить. Вот. И поэтому я села на стриме, говорю, ребята, хочу укулеле, поставила сбор, ребята мне успешно закончили сбор, укулеле стоило 2000, они собрали мне 2000, я купила укулеле, начала петь, а дальше разлетелась по всем нарезкам. Да, и потом вот это Maybe Baby. А потом Maybe Baby, да, но я, то есть, тоже аккорды на слух всегда подбирала, их не было в интернете. Maybe baby, maybe, maybe baby, лучше твои детки, лучше всех на свете. Честно, вот на мой взгляд, Maybe Baby — это, конечно, хрень полнейшая. Объясни мне, пожалуйста, почему это стало так популярно, вот то, что ты исполнила. Объясню, все очень просто. Вот, например, оригинал Maybe Baby, да, будем говорить, никто не знал. Я его посмотрела специально, и то, и другое хрень. Будем объективны, вообще никто не знал об этой песне. Всем было все равно и ровно, потому что она была не так подана. Трек, по факту, да, насчет текста, образа, все круто сделано у Френдзона, мне нравится, мне зашло. В свое время мне зашло. Сейчас, конечно, мне не нравится их творчество. Maybe baby, maybe, maybe baby, лучше твои детки, лучше всех на свете. Но раньше я тащилась, правда. И я села, думаю, первая песня, которую я сыграю на укулеле, будет Френдзона. Это был бойчик, а второй песней была Maybe Baby. И я сидела благополучно на стриме, никого не трогала, пела Maybe Baby. Как залетает ко мне на стрим какой-то мальчик, записывает то, как я пою, и сэмплит это. Потом присылает мне в личку ВКонтакте, его зовут Валентин Горнатко, за что ему спасибо, потому что благодаря ему
благодаря ему. Именно сейчас я имею то, что имею. Потому что, возможно, если бы не это, то я бы не имела сейчас ничего. Если правильно подать песню, то это хит. Потому что, опять же, там есть очень много звонких слов, которые заедаются в уши. И приставучий вот этот голос такой вот высокий, детский, Да. такой вот голос, да. потому Он что- у меня и без этого был таким, а он еще вдобавок сделал его еще более детским. Понимаешь, это зашло. Мы вообще, в принципе, сейчас с тобой будем обсуждать феномен твоей популярности. Я когда готовилась к этому выпуску, я посмотрела разные твои стримы, и вот 9 месяцев назад это была такая милая, веселая девочка, смотрит фильмы Мартина Скорсезе, общается с чатиком, все классно. Подписалось достаточно большое количество человек, ну, там человек 35-40. 6 месяцев назад это уже такая девочка, которая себе позволяет гораздо больше, уже такая понаглее, посмелее и не сильно думает, что хочет сказать. Ну, говорит все, что думает. И вот буквально на днях я посмотрела твой анонс о том, что ты собираешься отдохнуть несколько дней. И там я просто, вот 15 минут длится этот клип, по-моему, на твоем канале, и там вот 30 секунд информации. Да. И 15 минут кривляний, матюков невероятных отборных, каких-то криков, истерик, танцев, дрыганий и прочего. Я себя чувствую, блядь, супер нахуй необычно, пиздец. Что с тобой происходит? Я потерялась. Ну, вот расшифруй мне это, вот как ты это воспринимаешь, как ты про себя сама это Смотри. ощущаешь? Объясняю. 9 месяцев назад все было просто супер прекрасно, и я только начинала этим заниматься, Мгм. да, и мне это было в новинку, и я каждый день сидела, вот веришь, нет, я просыпалась, и я ждала, пока я начну стримить. Каждый день. Спустя вот какое-то время, да, уже через 6 месяцев назад, я как бы это начала воспринимать более... Ну, не то, что я ждала также, да, каждый день, потому что мне, опять же, было скучно, мне было это супер интересно. То есть интерес не иссяк, вот, 6 месяцев назад. А потом уже, совсем еще позже, я начала понимать, что я делаю что-то не так. Я начала понимать, что я меняюсь. Вот, возможно, это, опять же, связано с какими-то событиями в моей жизни. То есть что-то пришло, что очень сильно меня изменило. Мгм. Вот. И мне это не очень нравится. Так, на секундочку. И я не знаю, что делать. Типа, Ну, то есть Я поэтому пыталась- ты паузу взяла. да, я пыталась измениться, но не получается. А что бы ты хотела изменить? Ну, то есть, раз ты замечаешь какие-то изменения, которые тебе не нравятся, что конкретно тебе не нравится? Я грубая, резкая, я матерюсь много. Мгм. Стала вот такой. Да, Да, мне это не нравится. такой. Это ужасно. То есть ты в душе на самом деле не такая. Такая. И это, и мне Вот это не такая. нравится. Да, мне это не нравится. Ты вообще понимаешь, что у тебя огромная аудитория, а это, ну, дети, и не только Да, я дети, но дети понимаю. в том числе. Да. И ты понимаешь, что ты оказываешь на них влияние, Да. подаешь им вот такой пример. Они могут потом начать себя так вести, и их спросят, почему ты себя так ведешь? Ну, потому что вот мой кумир Тендерли Бэй так себя ведет, и это нормально. Вот. Что ты об этом думаешь? Я думаю об этом то, что у каждого есть своя голова на плечах. Это да. Вот что я об этом думаю. Больше сказать на счет не могу. Я такая не одна и не единственная. Куча людей, которые матерятся там и все такое. Это выбор и право каждого, что смотреть, как себя вести и как себя показывать на людях. Но если я стала такой, то я не могу себя принять, и я себя не принимаю. И опять же на пути к тому, чтобы измениться и вернуться в то же состояние, в котором я находилась. В том же желании, в том же настроении, перестать так много материться. Я понимаю все это прекрасно и все это вижу. Как бы, да? Мне люди об этом говорят, но как бы я это пропускаю мимо ушей, потому что я сама все это понимаю. И я стараюсь измениться, и когда мне в лишний раз об этом говорят, мне неприятно. Насколько сильно популярность, которая к тебе пришла, изменила тебя и твою жизнь? Жизнь изменила на 500%, наверное. Я не могу рассказывать это без слез. Ну, короче, сейчас можно я... Мне трудно. Было что-то плохое? Хорошо, наоборот, так? Да нет. Просто трудно вспоминать. Ну, не хочешь, не вспоминай. Ну, просто не то, чтобы я бы рассказала, если могла. Я физически не могу. Мы обсудили с тобой, что тебе нужно время для перезагрузки. Есть мысли про какой-то, может быть, новый формат? Или, может быть, какие-то совместные стримы? Или, может быть, за пределами комнаты вот этой вот, в которой ты стримишь? Ну, я стримила уже РЛ, не единожды, да. Это, ну, заходит, как бы, но... Так как, опять же, я изменилась в плане поведения, да, меня перестали люди смотреть, некоторые, ну, большинство. Не большинство, но половина точно.
Потому что изменилось поведение, характер, полностью все. Типа вот месяца 1,5 назад начал меняться, типа сейчас вообще другой. Ну, как есть. Ну, вот, я не знаю, что-то вот так произошло, вот щелчок, что я стала меняться с каждым днем. И с каждым днем становилось все хуже. Вот, иногда даже начала замечать в себе какие-то высокомерные моменты. То есть изредка, Проскальзывает местами, но не сильно пока. изредка, типа, и как только я вот, ну, это вижу сама, я это замечаю. Просто у меня это выскальзывает, а потом я думаю, понимаешь, не наоборот, как должно быть. Вот, и как только у меня это выскальзывает, я в голове у себя просто оборачиваюсь назад. Я смотрю на то, что было вот, ну, год назад, 8 месяцев назад, как я ничего не стримила. Я смотрю на это все, и ко мне возвращается просто вот возвращаюсь я. Вот кем была эта девочка? Она была скромная? Она была какая? Она была непопулярная? Я была супер себе не уверена вообще. То есть Я вот это так вот пряталась всегда везде. То есть вот этот стриминг, он тебе дал больше уверенности? Конечно. Уверенность в первую очередь. А что ты почувствовала вот в первый раз, когда ты осознала, что ну, у тебя реально становится дофига вот поклонников, фанатов, зрителей, и ты вот первый раз осознала, что ой, я, кажется, популярная? Знаешь, мой минус, наверное, раньше был в том, что я изначально не смотрела, я смотрела не на свою аудиторию, которая меня любит и обожает, и которую я люблю, а смотрела на противоположную сторону. На хейтеров? Да, я читала комментарии, я плакала, может, месяцами. Когда ребенок растет, и когда ребенок становится популярным, в данном случае Амина, да, она стала вот стримить, она стала популярная. Конечно, до меня это немножко не доходило, потому что, вы знаете, для меня интернет — это как-то параллель мне. И до меня не доходило, как можно быть вот достичь такой популярности в интернете, да еще плюс за это и зарабатывать этим путем денег. То есть для меня это было параллельно, я как-то не вникала. Но почему Амина стала ближе ко мне? Потому что элементарно ей понадобилась моя помощь. Физическая, психологическая. Вы понимаете, что ребенок в таком возрасте, он эмоционально, он не может, понимаете, вот с такой нагрузкой, он не может справиться. Это на нее давит. Потому что поначалу, это сейчас, как бы она не впадает в истерики, не плачет ночами, когда она видит отрицательные, допустим, комментарии в ее адрес. А раньше же это были истерики, это раньше были слезы. И, естественно, куда бежать? Надо бежать к маме. То есть тот период, пока она была в возрасте, когда о ней никто не знал, она была маленькая, она жила обычной жизнью школьницы, приходила в школу, все было хорошо, все прекрасно. И тут вдруг, это, знаете, бешеная популярность в школе, то есть она не могла нигде появиться. То есть если 50% людей ее любили, то 50% ее не любили, мягко выражаясь. А сейчас, вы понимаете, у нас общество, к сожалению, у нас такое общество, у нас не любят, знаете, успешных людей, у нас не любят популярных людей. Так что мешает? Никто же никому не мешает развиваться, правильно? Но, к сожалению, так. Поэтому Амине, она подсознательно поняла, что ей нужна помощь. Объясни мне, пожалуйста, как 17-летняя девочка подарила маме тачку за 3,5 ляма? Я извиняюсь, я полностью обкакалась в этой информации, Почему? потому что она стоит не 3,5 миллиона. А сколько? Она стоит максимум 2 миллиона. Ну, То есть, тем не менее. то есть я просто сказала это на бум, мне так показалось, типа, визуально, то есть я посмотрела, она очень классная, она такая вообще люксовая изнутри. То есть ты сначала ей ее показала, а потом сказала, мы сейчас типа ее купим. Я не смотрела на цену. То есть ты просто не смотрела на цену, Она когда хотела- покупала машину? Ну, она хотела машину очень долго. И типа, я тебе объясню, у меня даже в Инстаграме, если можно пролистать моменты вот эти, да, в истории, которые сохраненные, и там есть типа ответы на вопросы. И там есть вопрос, вот, может, месяцев 7-8 назад, как раз тогда, когда я начинала стримить, типа, цель твоей жизни. У меня цель всегда была, наверное, сделать маму счастливой. Она всю свою жизнь вот, уделяла мне и моему брату. Я очень благодарна. Я росла в любви, я росла в ласке, я росла в достатке, несмотря на то, что даже когда не было денег, я этого не чувствовала. Потому что мама давала мне все и всегда, если мне нужно. Если я хотела пойти погулять, она давала последние деньги с кошелька, что я пошла и погуляла. Потому что у моей подружки, у Ани, было очень много денег, а у меня их не было. И она не хотела, чтобы рядом с Аней чувствовала себя вот такой вот. И давала мне деньги постоянно, когда я хотела гулять. А я не знала о том, сколько у нее проблемы, то, что она работает там на 4 работах.
Честно говоря, это для меня очень, знаете, какая, очень трогательная. Я не могу на эту тему говорить. Поэтому, ну так, не будем говорить на эту тему. Это всегда было так. Я сделаю все, чтобы им было хорошо. Все, вы знаете, я пожертвую всем, чтобы им было хорошо. Но говорить на тему, что как-то было не очень когда-то и что-то, я, наверное, не буду, потому что это очень трогательно, это очень тяжело. Хочу со всеми поделиться радостью. Мне машину купили. Поделись. Сегодня мне Амина купила машину. Вот такую. То есть такая покупка, как автомобиль для мамы, для тебя уже не вопрос? Конечно, вопрос, это очень большие деньги. Типа, Ну, то есть ты копила их? Вот да, о чем я спрашивала. копила и целенаправленно на машину своей маме. Мгм. То есть это было целенаправленно, да. У меня вот даже то, что я зарабатываю, да, начнем вот с этого. Как-то, мне 17 лет, понимаешь. Не на что тратить деньги. Разве что на шмотки, развлечения, но Меня глобально не на что, да. Меня не интересует одежда. Меня не интересует, да, там что-то супер пафосное, какие-то места супер пафосные. Мне достаточно там пойти покушать где-то вкусно, поехать домой. То есть... Поэтому просто копится. И типа в будущем, да, я хотела бы купить себе квартиру, чтобы жить. Да, у мамы там какие-то проблемы тоже, кредиты всякие. Я вот брату за университет плачу. Там, своим родным даю. То есть это все очень помогает. Я сейчас работаю просто в удовольствие, потому что мне нравится как бы моя работа, я выхожу, я общаюсь. Вот так вот. И поэтому я абсолютно не против. Если бы, допустим, сегодня Амина бы не работала бы, ну что бы изменилось бы? Ну, мы жили бы, как и жили бы раньше, понимаете? Но мы стали жить лучше, потому что Амина стала зарабатывать. И я поэтому, то есть, если сегодня Амина бросит свою карьеру и скажет: мама, я не буду этим больше заниматься, вы знаете, что я ей скажу? Ну и хорошо. Ну, я сказала, типа, мам, такая, тебя зайка нереальная. Вырежи это. Вырежи это. Именно это мы оставим. Именно это мы оставим. Это мой тизер. Продолжим. Успокоилась? Да, нормально. Мама при этом очень рассудительная, мудрая женщина. Я это заметила. Как это проявляется в ней? Вот Она её мне мудрость. очень много советов дает по жизни. Часто, чем с ней разговариваем, она меня учит просто всему. Как к чему относиться. Если мне нужен совет, я приду к маме. Я не приду к подружке, я приду к маме. Ну, это о многом говорит. Это мало кто может о таких А до отношениях стримов у нас мечтать. не было таких отношений. Реально? Да. Почему? Мы друг друга не понимали, я боялась свою маму. А потом, почему, что изменилось? Я повзрослела, она это увидела. Я стала в себе увереннее, опять же. В начале года на интервью ты говорила, что у тебя есть молодой человек Вадим, и ты с ним придешь на стримфест. На стримфест ты пришла с мальчиком Илюшей. Куда делся мальчик Вадим? Рассказываю, короче. Вадим — это человек, который мне очень сильно помог в стримах. Все думают, то, что я проект, но это нихуя не так. Вырежьте, пожалуйста, мат. Можно я без мата скажу, ладно? Все думают, то, что я проект Вадима. Вадим, чтобы вы понимали, да, мы с ним типа очень хорошо общались, мы встречались, я скажу прямо, вот, но мы встречались только в интернете. До встречи не дошло, скажу коротко, ясно, он не приехал. Ну, углубляться я не буду, он очень хороший человек, я его очень уважаю, очень хороший человек, он мне во всем помог. Спасибо ему огромное за это. Правда, я благодарна всем, что я имею сейчас, я благодарна только этому человеку. А почему он не приехал? Как ты думаешь, вот ты как себе объяснила, что он не приехал? Скрывал что-то, наверное. Я не буду спрашивать тебя напрямую, я задам тебе такой вопрос. Алоха приехал пожить в Москве, чтобы видеться с тобой? Спросите у него, я откуда знаю. Внимание на глаза. Так, это вырежьте, пожалуйста, ее отсюда. Ты не отвечаешь директ? Я не могу серьезно? читать директ, да, я не могу читать директ. А я Там пиписьки. читаю. Пиписьки присылают? Очень много пиписек. Серьезно? Там столько пиписек, да. Главное, детских. Детские письки. Господи. Смотри, мы придумали такую штуку с тобой провернуть. Я подготовила несколько простых вопросов, на которые я попрошу тебя сейчас ответить, честно и искренне. А через год мы с тобой в этот же день постараемся, ну плюс-минус в этот же день постараемся встретиться и записать твои ответы на эти же самые вопросы. И Давай. посмотреть, что изменилось за год. Давай? Давай. Как тебя зовут? Амина.
Какое сегодня число? 23 мая Какого года? 2019. Сколько тебе лет? 17. Сколько у тебя прямо сейчас подписчиков в Инстаграм? 857 тысяч. Самый известный человек, с которым ты сейчас знакома? О. Знакомо. Я не знаю. Ну, просто вот лично знакома. Самая большая звезда, с которой ты лично знакома. Нет такой. Ну как? Ну, звезда я могу назвать, я не хочу называть стримеров, это не звезды, это Причем стримеры, это ты мои вот с коллеги. Моргенштерном ездил у нас сегодня, тут с Ну, Лизардом просто- ты общалась. Ну, вот знакома Ну, просто. знаком Моргенштерн, просто знакомы, А кто из отдаленно. них самый популярный? Вот из тех, с кем ты знакома, и вот из популярных людей? Просто Морген, но мы пару слов перекидывались, мы просто как участвовали в одной съемке, все. Ну, вот он самый популярный из тех, кого ты знаешь. Я думаю, да. Или Лизер, я не знаю, кто из них популярней. Как часто тебя сейчас узнают на улице? Без маски реже, с маской постоянно. 3 и больше человек, если я без маски. Мгм. Максимум 5. Какой совет ты бы дала себе год назад? Меньше наивности, больше мозга. Все. Кем ты сейчас восхищаешься? Никем. Самое большое твое впечатление в этом году? Мой день рождения. Почему? Провела в кругу самых лучших людей. У тебя есть парень? Да. О чем ты сожалеешь? Знаешь, как я считаю? Я считаю, что незачем жалеть о том, что ты сделал, во-первых, потому что это было то именно, чего ты хотел в тот момент. Во-вторых, если бы я это изменила тогда и сейчас бы не жалела об этом, то сейчас могло быть все по-другому. Кто для тебя мама? Моя жизнь. Кто твой лучший друг? Настя. Кем ты видишь себя через год? Очень сложный вопрос. Я не вижу себя даже через неделю. Ты счастлива? Да. Я хочу вам сказать, что я абсолютно счастливый человек. У меня прекрасные друзья, прекрасные родители, у меня прекрасные дети. Сегодня очень хороший, очень счастливый день. Вы сегодня пришли, я познакомилась с вами. Это же прекрасно, понимаете? И поэтому, да, я с уверенностью могу вам сказать, что Амина сделала меня абсолютно счастливым человеком. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте обязательно лайк, жмите колокольчик, пишите комментарий. Только хороший комментарий, пожалуйста.